Здравия всем! Уважаемый Валерий Викторович, прочитав работу «Государство– это система выживания народа», я так и не понял, каким государством является самое влиятельное государство мира– США, естественно-исторически сложившимся или проектно-конструкторским. Исключительно проектно-конструкторским. Есть предположение, что их создала Великобритания как колония, но в ходе истории потеряла свою власть над ними. Значит, Великобритания создала и никакой власти не теряла. Нужно просто понимать. Есть государство Великобритания, а есть центр концентрации управления на основе Великобритании, который является евроатлантическим. Вот. Есть еще евроазиатский, это Европа. Значит, что вот евроатлантический блок – это Соединенные Штаты и Великобритания, евроазиатский – это территория Европы. И вот, соответственно, этому центр концентрации евроазиатского блока переходит в Иран. Там, какие большие проблемы с переходом. И евроатлантический переходит большей частью в Китай. Здесь более-менее успешная работа, в общем-то, достаточно успешно идет. Так вот, глобальное управление, которое имело центром концентрации управления Великобританию. А как Великобритания стала? Сначала был Египет. По мере развития цивилизации они вышли на Италию, генуэзцы и венецианцы, контролировали в две стороны Средиземное море. Вот. Потом развитие цивилизации ведет, им нужен новый центр концентрации управления. Они нашли Голландию, которая сетью рек связана с Европой, и таким образом реки это были транспортные артерии. Она связана, но Голландия находится в определенном ущемленном состоянии, то есть ее можно атаковать по суше. Нашли Великобританию, Англию, остров, переселились туда, но развитие технологий позволяло сделать вывод, а они смотрели вперед, что если сделать центр концентрации управления за океаном, то при наличии определенных баз, почему у Соединенных Штатов много баз во всем мире, можно управлять всем миром. Поэтому от местного населения территорию Соединенных Штатов Америки зачистили. В общем-то, это хорошо все расписано в работе внутреннего предиктора «Сад растет сам». Там об этих вопросах полно и хорошо. Так вот, зачистили. После этого стали строить с территории Соединенных Штатов управление миром. Но технологии все-таки требовали того, чтобы был дееспособный центр управления и в Великобритании. Поэтому, да, были два государства, но на уровне глобальной элиты это были два центра, вернее, два командных пункта. Каждый из них нес свою функциональную обязанность. Для Соединенных Штатов выпала роль быть главным международным жандармом. Вот. И туда постепенно начали переводить управление из Великобритании. Но с развитием ракетной техники стало понятно, что смысла нет никакого туда убегать. Ракеты достанут. И поэтому этот процесс на определенном этапе был погашен, а сконцентрировались на том, чтобы вокруг, объединившись, накачав Соединенные Штаты, как наиболее готовый инструментарий для подавления Советского Союза, проводящий альтернативную концепцию управления, альтернативную концепцию глобализации, подавить Советский Союз, ну и тогда и ракеты не потребуются. В общем-то, можно спокойно перебираться в Китай, который был запланирован как центр концентрации управления где-то еще в XIV веке.